Что? Все ограничено. С таким проектом очень трудно. Оказалось, что в космосе много рекламы, и за нее платят бренды. Такие обычные деньги. Космический Google Maps. Опа. Маленький холодильник. Зачем Здесь- такая лепешка? А Роскосмос — это наше все. На протяжении всего срока существования. От 100 до 150 тысяч долларов Логотип Apple решили в космосе собрать. недостаточно там средств, которые вкладываются. Маск вернул интерес к космосу. Привет! Сегодня мы в Сколково приехали в гости к рекламе в космосе. Это потрясающий стартап. Это стартап про космос, что вообще изначально как некая магия. И сегодня я хочу с ребятами поговорить, как в такой узкой нише, в таком узком рынке они пришли к такой идее, как они ее развивают, что они там делают, какая сумма денег им нужна, потому что это уже не IT какую-нибудь штуковину собрать. Поэтому пойдемте посмотрим, пообщаемся и посмотрим, что за железяки они делают. С чего вы еще начали? Какой был первый продукт, с которого стартанули? С двигателя. Вот у нас самый главный проект — это электроракетный двигатель, ионный двигатель для микроспутников. Формата там больше 50 килограммов, правда, не для таких маленьких, но все равно для малых аппаратов. Он наш ключевой, это сердце всего, базовая технология, которая позволяет создавать рой микроспутников на орбите, а там уже, в зависимости от задачи, они могут либо съемку Земли выполнять, либо это связь, либо это навигация. А реклама в космосе как родилась идея? Двигатель еще понятно, там есть прям задача понятная, что надо в космосе энергоэффективность, все ограничено. Я думаю, это как раз двигатель. А реклама? Реклама — двигатель торговли. Оказалось, что в космосе много рекламы, и за нее платят бренды, наклеивая свои изображения на ракеты, запуская свои продукты на МКС, там кто-то крем для рук, кто-то там кольца, сережки, часы. Бренды всегда тянутся к космосу. Вот мы вот этот нашли вот этот такой вот маленький нишевой сегмент, не занятый системным никаким бизнесом. Наше ноу-хау, где создается специальное индуктивное поле вокруг, оно возбуждает заряд внутри, ксенон начинает гореть, из-за этого получается вот этот электрический разряд. А потом из колбы, из двигателя вытягиваем его с помощью электромагнитного поля, которое на сетках создаем. Ну, идешь по закону импульса. За счет разницы потенциалов мы все вытягиваем. Реактивное движение то же самое. Да. И также обратно. То есть мы, когда нам нужно снизить движение, мы уменьшаем подачу мощности на двигатель и снижаем тягу. То есть все там, допустим. Ты сказал, что у вас вот трое, кто частный космос в России, да, 3 представителя. Чем вы зарабатываете? Условно. У меня вообще вопрос чуть-чуть. Слушай, За мы что живем- вам? Откуда деньги? Послушай, мы живем в основном на поддержку вот за счет грантов. В данном случае мы, как резиденты Сколково, получаем финансирование на закупку комплектующих. И поэтому это поддержка все равно, так или Ну, иначе. поддержка, а вот... С точки зрения бизнеса, никакого бизнеса Контракты ни у там кого за- нет, кроме вот каких-то образовательных проектов. Когда Роскосмос, он что? Роскосмос он не покупает. Он просто отдельно Роскосмос, живет? Как? Роскосмос это отрасль закрытая, она финансирует предприятия, которые входят в отрасль. А Это- те предприятия, которые в а те, отрасли, которые- они считаются государственными. Да, они правильно считаются понимаю? они все государственные, они все принадлежат Роскосмосу. То есть такие, как ты, не могут туда Нет, просто взять и нет, сказать: ребят, мы нет. тут крутые штуки У делаем, пустите Роскосмоса нас. есть федеральная космическая программа. В федеральной космической программе расписаны проекты, которые он финансирует. Какой-то проект, который не входит в программу космическую, он не может финансировать. Я не могу прийти и сказать: пацаны, крутая идея, есть бизнес, давайте протестируем, полетим, запустим спутник, если работает, мы будем искать заказчика. Потому что самое сложное к стартапу — это сделать первое что-то. И А запустить? Как? И запустить, да. И вот здесь нужна поддержка в любом случае государства. Если бы Роскосмос был бы более гибкий, у него был бы какой-то венчурный фонд свой, или просто фонд поддержки каких-то космических стартапов с каким-то экспертным советом, который бы сказал: да, проект реализуем технически, гипотетически у этого проекта есть рынок, мы готовы взять на себя 70% расходов за счет запуска, за счет каких-то испытательных Ну, вы стендов. полностью зависите от Инфраструктура. них же, полностью, получается. 100%. То есть, потому что Без него не ракету запустим. не запустить же туда без них. Нет, не То есть запустим. это вам нужно с ними прям Мы должны получать от них согласование, конечно. дружить с ними так, чтобы они разрешили там взять Да, и запустить потому это. что Роскосмос — это наше все. Саш, привет. Роман, привет. Да, Рад тебя видеть. Рад, что мы у вас основатель. Так понял, не так часто его можно застать. Да, Антон у нас в бегах постоянно. Решает, да? Слушай, реклама в космосе, прям, давай с корабля на бал, очень хайповый, на мой взгляд, стартап. Как вы к нему пришли, как вы вообще рискнули его, вот именно рискнули делать? Потому что в России, мне кажется, найти
финансирование для такого проекта, это я не знаю, сколько надо дверей оббежать и что сделать. Это магия, но она существует где-то в Роскосмосе. Да, ты правильно говоришь, на самом деле, с таким проектом очень трудно было двигаться изначально. Идея пришла нам в 2019 году, мне кажется, я тебе рассказывал, то есть мы искали, где можно зарабатывать в космосе, но не с государством. То есть исторически государство это, космос это практически все B2G. То есть ты продаешь снимки, либо ты продаешь сервисы на основе снимков, либо ты продаешь связь, либо ты в какой-то кооперации находишься с теми, да, какие-то железки делаешь государству. И, в принципе, все примеры, когда пытались сделать космос независимо от государства, они либо проваливались, уходили в банкротство, либо их потом после банкротства выкупали, и тогда уже начиналась какая-то прибыль. Но все равно как бы практически всегда заработок идет от государственных заказов. И мы попытались поискать, где же, черт побери, в космосе может быть такая вот история, где можно... Такие обычные деньги. Да, как да. для бизнеса. То есть либо с бизнесом работать, либо работать вообще с B2C. Пришла вот такая вот идея рекламы в космосе. Мы долго с ней возились, то есть мы брали разные платформы, анализировали там, искали, как же это будет работать. То ли это будут лазеры, то ли это будут какие-то пленочные отражатели большие, которые солнце будут переотражать. То есть мы технически очень большой путь прошли на самом деле, и в итоге пришли вот к такой вот конструкции. Для нас, земных людей, которые юнит, это юнит-экономика максимум, что у нас есть ассоциация. Что значит 4 юнита в космической терминологии? Да, существует стандарт спутников, называется CubeSat. Он разработан был где-то там в Калифорнийском политехническом институте, по-моему, в 1999 году. Суть его совершенно проста, то есть один юнит – это один кубик размером 10 на 10 на 10 сантиметров. И все начиналось именно вот с таких юнитов. А откуда пошло вообще? Почему? Это придумал один из профессоров Калифорнийского политеха, и как бы я сейчас не отвечу почему, но это некая стандартизация размера, чтобы можно было... Ну, из разряда договорились, что давайте так, чтобы было удобно, вот как раз, если что-то делать. Они начали это у себя внутри. Потом это начало разрастаться, набираться комьюнити, другие вузы подключились. То есть это вышло как бы из вузовской тематики, американской, наверное. Дальше ее подхватили, стали развивать, появились уже коммерческие компании, и вот пошло-поехало. Ну, сколько стоит запустить эту такую штуку вот на орбиту? Это зависит от того... Вот просто я захотел, не знаю. В районе от 100 до 150 тысяч долларов это будет стоить запустить одну. От 100 до 150 тысяч долларов. Это вот если коммерчески просто вот приходишь, заключаешь контракт, просто шел, говорю, хочу, без всяких там вот особенностей. Счет и все, пожалуйста, оплачиваешь да, кассу. Да, и мы тебя Байконур. По сути так. Но есть много программ, которые финансируются из государственного бюджета, и ты можешь запустить это бесплатно. Но это образовательные программы. Это не коммерческая история. То есть коммерческий проект никто тебе бесплатно пускать не будет. Ты как человек из индустрии, вот сказал бы, вот если нас кто-то будет смотреть, кто думает вот заняться космической деятельностью, чем ты сейчас сказал? Я бы сказал, подумайте дважды, а лучше трижды, потому что если у вас есть бюджет даже вот такой понятный, там, ну, допустим, 10 миллионов рублей, да, и вы думаете, что можно взять, сделать спутник маленький и запустить его в космос, даже рассчитав, что этого хватает, то это не так. Потому что появится много подземных и подводных камней, и выяснится, что 10 миллионов достаточно, чтобы только вот прожить 3 месяца или там, не знаю, год, да, но в этот период что-то может пойти не так, и эта одна плата сгорит, а нужно поменять ее, закупить, а там сроки поставки такие, или, не дай бог, что-то еще выйдет. То есть у тебя ком этот на большой становится все больше и больше, и то бюджеты увеличиваются кратно. Затраты на космический стартап огромные. Без вот понятного выхода коммерческого лучше не начинать. Это считается спутником? Да, это спутник. То есть сейчас... Объясни мне разницу между просто в космосе летает кусок пластмассы с железом и спутник. Ну, спутник имеет какую-то задачу, он решает, имеет какое-то назначение, то есть он что-то делает. Ну, то есть, давай я переведу. Это то, с чем можно, грубо говоря, на это можно позвонить с Земли и сказать, чтобы эта штука что-то сделала. Если я с этой штукой не могу связаться, то это кусок космического мусора. Ну, например, бывают спутники, где просто запускают шар, такой ретро-рефлектор называется. То есть его задача просто отражать луч, направленный в него обратно. Он абсолютно пассивный.
То есть связи у него нет. Но он решает задачу вот калибровки каких-то наземных инструментов. То есть в первую очередь эта вещь должна решать какую-то задачу, с какой-то целью туда пускаться. Безусловно, практически все спутники ты можешь войти в связь, потому что тебе им надо как-то управлять либо полезной нагрузкой, либо ориентацией спутника, то есть как что-то делать, выполнять целевую эту задачу. Вот. Спутники бывают абсолютно разные, начиная от там, 20-тонных каких-то огромных где люди летают. махин, да, где летают люди, и заканчивая, это даже не самое маленькое, то есть сейчас есть фемтоспутники и пикоспутники, то есть это буквально плата, на которой напаяна какая-нибудь батареечка, вот эта традиционная, как... лепешка такая. Лепешечка, да. И что они делают? И какая-нибудь микросхемка, микроконтроллер. Там может стоять какой-нибудь акселерометр, там может стоять спектрометр, ну не спектрометр, там может стоять магнитометр, измерять магнитное поле Земли. То есть кто-то может какой-то код запустить там, и просто ему хочется, как это отработает. Можно запустить микросхему, то есть делаешь ты, допустим, какую-то аналого-цифровой преобразователь. И хочется тебе его отработать в радиационных условиях, в космических условиях. Можно запустить малюсенький спутник, поставить ее туда и просто опрашивать ее, как-то с ней работать, смотреть, как она деградирует со временем. Скажи, у вас 4 блока, я так понимаю, основных? Да, 4 юнита. Что, давай по каждому. Раз, два, три, четыре. Первый юнит – это служебный блок, то есть это как бы сердце и мозги аппарата. То есть эта штука может, в принципе, летать одна. Все остальное убираем, он будет функционировать. Это система энергоснабжения, бортовой комплекс управления. Это как раз та, куда позвонить можно. Да, здесь и радиокомплекс бортовой, и GPS GLONASS-приемник. То есть это автономный модуль, который может даже некую ориентацию строить, потому что у него есть магнитная система ориентации. Я буду переводить на смешной, простой человеческий язык. Тут смартфон, очень умная штука, которая вот так же ты можешь туда что угодно ткнуть. Большой смартфон. Да, большой смартфон. Окей. Второй модуль – это модуль точной ориентации. Здесь у нас установлен звездный датчик. Это бленда звездного датчика. Он смотрит на звезды и определяет их положение. Относительно звезд определяет положение свое уже. Так, погоди. У него... То есть в космосе спутники ориентируются не по Земле? Могут по Земле. Есть датчики Земли, есть датчики звезд. То есть все вот эти вот истории, что Солнца. раньше моряки, которые по звездам ориентировались, они не врут. Да. Ну, мы не плывем на Южный Крест там, и на полярную звезду, но в звездном датчике... То есть я правильно тебя понимаю? То есть если вот он повернулся вот так вот этой частью к Земле, то вот этой он куда-то смотрит на звезды и их фиксирует. У него есть каталог звездного неба. У него зашиты туда звезды до какой-то звездной величины. Все вокруг нас. И он сличает то, что видит, с этим каталогом. То есть, если у него сошлось, он понимает, что я нахожусь в этой ориентации. То есть мы таким образом понимаем ориентацию спутника относительно звездного неба. И пересчетом относительно Земли. Это такой GPS. Даже не GPS. Это прибор точной ориентации. Точной ориентации. И там же стоят еще маховики. Google Maps. Это приборы, которые уже ориентацию обеспечивают. Космический Google Maps. Ну да. Мы же переводим. Тут мобильник, тут космический Google Maps. Окей, движемся дальше. Третий юнит – это полезная нагрузка. Это наш сам лазер и система преобразования. То есть вот как раз 10 на 10 – это то, что вы хотите в космос отправить. То есть сюда вот как раз мы нагружаем все, что мы хотим, чтобы у нас оказалось в космосе. Это наша То есть, если бы я хотел основная... GoPro-шку сюда поставить, в космос засылать, чтобы она у меня там писала нон-стопом, вот это было бы то место, куда я могу ее поставить. Да, то есть мы можем убирать вот этот юнит и ставить сюда, в принципе, любую полезную нагрузку. Тут, смотрите, сейчас будет магия. Не подходите, не подходите ко мне. Опа. То есть вот здесь как раз и находятся ваши лазеры, да? Да. То есть здесь массив лазеров. Слушай, можешь про лазеры поподробнее рассказать? Потому что, это же не лазерная указка, которая продается в Роспечати за 50 рублей. Смотри, в указку их, конечно, можно запихать, и оно даже будет работать, но это... С Земли мы лазерную указку, наверное, не увидим. Это на самом деле не космическая технология, это технология земная. То есть это лазерные светодиоды, которые применяются где-то, в том числе в промышленности на Земле. Мы их адаптировали под космос и применяем у себя. С самими лазерными этими диодами вы там никаких инноваций не производили? Нет, это традиционные полупроводниковые приборы, которые мы покупаем. И вся наша технология, она строится вокруг. То есть мы их собираем, выстраиваем, строим преобразователь, чтобы питание на них подавать.
сами там платы делали. Мгм. Вот. И наша задача, чтобы они могли светить и могли мерцать, когда нам Мгм. нужно. Это ты сказал, что как раз вот этот Да, модуль. это вот этот модуль как раз. То есть Зачем здесь, такая лепешка? здесь массивное основание у нас из алюминия. Оно нужно для того, что лазеры сильно нагреваются в вакууме. И для того, чтобы свести тепло с них, нам необходима высокая теплоемкость. Мгм. Вот. Эту самую емкость мы создаем конструкцией аппарата и, в частности, вот этой вот металлической болванкой. Ну, Чтобы то есть тепло, она чтобы по- тепло растекалось по всей конструкции аппарата, и лазеры локально не перегревались. И могли дольше функционировать на орбите. Все понятно. Маленький холодильник. Окей. И 4-й юнит. Я Да, так последний понимаю, юнит — это двигательная установка. Она позволяет нашей системе разлететься по орбите, выстроиться в логотип и, собственно, поддерживать эту ориентацию на протяжении всего срока существования. Разработка номер 1 у вас, так понимаю, вот этот двигатель. Да, С чего ну начинали? это еще не закончено, это лабораторный образец. У нас Мгм. есть уже следующая версия. Начинали мы именно с того, что создавали ионный двигатель, но этот двигатель под большие аппараты. То есть это вот у него камера сгорания, видно, что она как бы сама по себе даже больше, чем тот юнит, что у нас в аппарате. Этот двигатель, он под аппараты от 50 до 200 килограмм, то есть он под более массивные Вот изделия. такой маленький, может 50 Это 200. только камера. У него еще здесь блок хранения, газораспределения. А вот это вот что? Это где стоит? Это, собственно, ксенон, который подается вот в камеру сгорания, сюда вот. То есть это стоит за вот этим вот, за самой камерой. Я понял. Вот. А вот это То блок есть генератора. И здесь будут такие же, только меньше. Здесь будут другие двигатели, поменьше, да. Ну, И я имею в они- виду, что технология. Они по технологии близки, но отличаются. Здесь рабочее тело ксенон, здесь рабочее тело индий. Это металл, который там переводится в газообразную форму капиллярным эффектом, и дальше уже идет то же самое. Идет ионизация и выброс вот этих ионов на большой скорости. И сколько вот таких штук надо, например, если мы там, не знаю, логотип Apple решили в космосе собрать? Ну, для Apple, я думаю, что хватит аппаратов 30. 30. То есть 30 вот таких вот штук в космосе выстраиваются вот так вот по отношению к Земле. И все, и они вот на определенном расстоянии, то есть вы сами здесь на Земле их программируете, грубо говоря, вот здесь как точка, ну, центр управления, все, вы их выстраиваете. Долго они там выстраиваются, чтобы принять нужную форму? Это будет зависеть от того, как они разлетятся после отделения. Это мы не контролируем этот момент. Но по оценкам не больше 2 недель. Слушай, вопрос обывателя. Может такое быть, что они просто вообще в разные стороны разлетелись и так вот земной шар облетели и встретились вот здесь, и здесь их уже начали затормаживать, чтобы они... Нет, так быть не может. Они всегда отделяются относительно близко друг от друга. Просто у них может быть вектор скорости чуть-чуть разный, то есть их в разные стороны немножко может. В любом случае, основное направление орбиты Ну, у них это там будет пару одинаковое. градусов, не 90, не 180. Нет, конечно. То есть одного, может, кидают чуть вперед, он начинает чуть улетать вперед по орбите. Второго кидают чуть назад, он летит по той же орбите, но с меньшим замедлением некоторым. Они начинают расползаться. Рассказывай, потому что для меня, как человека с Земли, это просто... Это похоже, как мы в детстве стреляли рябиной из напальчников. Технология почти такая же. Ну да, технология далеко не ушла, практически рябиной, но именно стреляем. Это контейнер, чтобы запускать микроспутники, в частности, кубсаты. Все в космос вот через такие штуки доставляется? Или это универсальная какая-то? Нет, вот это именно плюс кубсатов. То, что у них стандартизованный контейнер, куда может любой производитель кубсата его запихать, и он точно встанет и точно потом выйдет. То есть все, кто в космос что-то пытаются, скажем так, запулить, они все пользуются вот такими штуками. Кто делает что-то в стандарте кубсат? Да, они все пускают. Ну, опять же, это обычно прерогатива того, кто осуществляет пуск. Чаще всего ты просто приходишь со спутником, а тебе оказывают услугу. То есть тебе предоставляют место в контейнере, тебе помогают запихать, закрыть, протестировать, если нужно, и запустить. То есть обычно ты получаешь уже законченную услугу для себя. Очень редко, когда кто-то делает свой собственный контейнер. Вот ты сказал, что надо 30 таких штук, чтобы мы один логотип построили. Если двухюнитовый такой контейнер, да, под 2 аппарата, то это будет 15. Есть по 4 сразу, тогда, соответственно, мы там можем Ну, понятно. там, Это условно, уже 10 или даже меньше контейнеров использовать.
То есть все Прикольно. зависит от того, что есть в наличии на конкретной ракете, какие уже адаптированы контейнеры. Сколько стоит один заряженный контейнер? Ну, то есть, контейнеры никто не можно, да, покупает. попробую? Так вот Он может не аккуратненько. влезть, потому что это макет. То есть он там Ага. покрашен. Просто из-за этого даже. Пошел. Это ты говорил, что он на 3 идет, да? Этот на 3 юнита, да. На Видишь, 3 он юнита. не Всё, как и раз один, вот у один нас, юнит, он видите, один у нас не влезает. залез. То есть, механика такая же, когда на 4 идет, да? Да. И просто сверху вот он закрылся. на один выше, крышка закрылась, замочек сработал. А в космосе это просто дистанционно, соответственно. Да. И вот он. И пружина его выталкивает, он полетел. Это по сути как Катюша на Земле, да? То есть они там просто в одну сторону, такие 30 спутников, улетели? Да. а дальше уже вы их с Земли ловите и выстраиваете из них. Он их что отстреливает вам надо. потихонечку, там с интервалом, может, в секунду или в полсекунды, чтобы они не ударились. Чтобы друг друга, ага. Вот. И все, такая вереница кубсатов во все стороны разлетаются. Дальше уже аппарат включается, начинает сам функционировать. Сколько один такой стоит запустить? Ну, то есть вот это вот заряженное. Ну, вместе услуга вся с контейнером, спуском, с там, Доставкой. адаптацией, да, с доставкой, она стоит Доставка в космос. где-то порядка 120 тысяч долларов. Обалдеть. Там это 100, за один. 150. Это 10, это уже у нас 1 200 000, да, 1 300 000. Да? 30, это мы только 4 миллиона, грубо говоря, долларов мы тратим, чтобы 30 вот таких вот штучек у нас улетело в Просто космос. закинуть в космос, да. Ну, я как человек из бизнеса сразу следующий вопрос. Сколько будет реклама такая стоить? Ну, если мы берем где-то 30 аппаратов, то это будет порядка 10 миллионов долларов. Это 30 спутников, изготовленных, собранных, протестированных, запущенных в космос, которые готовы уже оказывать сервис. Формально, да. То есть у нас есть ресурс, который мы можем использовать. То есть это одно включение за виток. Виток 100 минут формально. Виток это что значит? Ну, спутники, Да, для нас спутники летают. с Земли людям Да. объясняй, пожалуйста. Спутники вращаются вокруг Земли, то есть это у нас Земля, и они летают. Один оборот полный они делают примерно за 100 минут. Вот один раз за эти 100 минут мы можем 3 минуты посвятить над любым. За 100 минут у нас вокруг Земли пролетает что-либо, то, что на орбите Земли? Да. На низких околоземных Кто-нибудь орбитах. поставьте плюс в комментарии, кто тоже не знал. То есть не 24 часа, не сутки земные. Не. 100 минут. 100 минут. 15 витков за сутки. 15 витков за сутки. Угу. И это вы, получается... То есть мы можем 15 раз за сутки посвятить над любой точкой, над которой мы пролетаем. Угу. А слушай, ну объясни мне тогда, ну опять же, да, человек, которому, скажем так, далек от космоса, то есть у нас вот так же летают вокруг Земли, получается, они, а если вот здесь я хочу рекламу показать, как он должен перестроиться, это вы тоже за счет двигателей? Мы летаем вокруг полюса, ты пролетаешь, а Земля под тобой прокручивается. То есть это полярная орбита солнечно-синхронная, и ее фишка как раз в том, что из-за того, что Земля под тобой прокручивается, то есть ты пролетаешь практически над полюсами. А вот это что? Это антенна. То Это есть ничего, супер то есть просто, да. ничего нет такого уникального в космосе в плане антенны, она так же, как на Земле у меня на машине. Маленькая какая-то штука, которая Ну, в торчит. данном случае, да. То есть это УКВ-диапазон. Здесь ничего проще, чем вот такой вот антенка придумать, ну, не имеет смысла, скажем так. То есть, конечно, можно городить там какие-то патч-антенны, массивы антенн, но это все как бы, если есть такая необходимость. То есть, я так понимаю, у вас, в принципе, все готово. Ну, вот тестовый образец. нас- То есть, на Земле вы все протестировали. У вас сейчас... Первый аппарат почти собран. То есть мы сейчас заканчиваем, вот буквально сегодня, там, через час мне должны привезти остатки по конструкции аппарата. Вся электроника у нас уже изготовлена или куплена. То есть мы сейчас приходим уже к сборке первого тестового аппарата и его там, окончательной отработки. К концу этого года мы готовы запускать первый аппарат для того, чтобы уже получить proof of concept на орбите и иметь возможность демонстрировать уже сервис на одном аппарате. Как часто паровозы, автобусы в космос ходят, чтобы доставлять на орбиту то, что вы хотите? Ну, сейчас с этим проблем больших нету. То есть мы говорили про Роскосмос там, с Антоном, да, но на самом деле, по большому счету, там, необходимости в этом нету. То есть можно пускать на Российском Союзе, можно пускать на индийской ракете, на европейской ракете, на японской ракете, на китайской ракете. Формально, ну и сейчас еще появилась куча ракет, которые запускают именно микроспутники, такие как Электрон, там американский,
Не, я к тому, что, ну, то есть это отлаженный процесс, нет такого, Да. что там ракета летит, вот там ты знаешь, что ее построят в декабре, и как бы до декабря, даже если ты сделаешь летом, у тебя продукт будет готов, ты ничего не сможешь с ним сделать, потому что ты ждешь, пока приготовят, собственно говоря, транспортные средства для доставки. Ну, То есть сейчас с этим тут проще. по-разному. То есть, если ты готов чуть больше платить, ты можешь купить, например, место на маленькой ракете, и она будет под тебя. Они будут ждать тебя и пустят, когда тебе нужно. Если ты платишь чуть меньше, ты летишь попуткой с каким-то большим аппаратом. То есть это реальная попутка. Попутку в космос заказывали? Она готова, грузитесь. Слушай, вопрос не по теме. У тебя просто как у человека из индустрии, да, всеми нашумевший Илон Маск, про которого уже неприлично говорить. Когда он тачку в космос отправил, что ты про это думал? Ну, что ты испытал в этот момент? Ты такой, мне вот можно 30 штук вот этих закинуть в космос? А он там... В тачку погрузим. Да, багажник. багажник просто... И все, он просто тачку с камерой, которая в режиме реального времени можно было посмотреть, как она вот летит. Ну, я считаю, что это, конечно, очень круто, на самом деле, потому что это невероятно популяризирует индустрию. Это привлекает внимание, люди говорят, что? Ну, формально Маск вернул интерес к космосу, да, тот, который затих после гонки вооружений, когда как бы Советский Союз с Америкой перестали биться, в принципе, интерес к космосу сильно пошел на спад. Неприятный, наверное, вопрос даже, знаешь, произносить. А у нас утекают наши стартапы космические за границу? Конечно. То есть у нас из-за того, что развития нет, туда бегут? Все практически стартапы космические убежали за рубеж, потому что они не нашли здесь реализации своей. Вот остались единицы, я же вот говорю, поэтому ты сегодня встретил здесь двух представителей сообщества, кто представляет космический бизнес России, и третий еще вот в соседнем помещении. У самого там, не было Спутник. мыслей? Было, и сейчас мы планируем, если мы здесь так и не найдем никакой поддержки, финансирования, то сделать релокацию. Но единственное, что мы до конца тоже не выбрали, какую выбрать юрисдикцию, потому что сейчас поддержка космических направлений есть, ну, не знаю, наверное, в 80 странах мира, потому что сейчас все более или менее развитые государства начинают финансировать космический Space Tech кластер. Слушай, вот сколько вы сейчас инвестиций привлекаете в проект и что получит за это инвестор? Или вы сейчас, то есть вы инвестиции привлекаете и продаете долю в компании, да, условно, вот конкретно по рекламе в космосе? Или вы сейчас просто ищете компанию, которая купит у вас по факту эту рекламу в космосе, там, и в принципе все, то есть больше вам ничего не надо? Ну, мы на самом деле готовы действовать и по одной, и по другой схеме. То есть мы пытаемся привлечь инвестиции на всю группировку, это порядка 10 миллионов долларов за долю в компании, и в параллель мы пытаемся общаться с брендами-заказчиками, чтобы уже найти клиента, который будет готов там, выкупить весь ресурс. Давай, ну вот я инвестор и Рома номер 2 потенциальный клиент. Будут разные суммы, которые вы возьмете с меня или с него? Ну, конечно. То есть инвестиции мы привлекаем для того, чтобы как бы систему завершить, запустить и начать оказывать сервис. То есть, естественно, это меньшие деньги, чем те, которые мы рассчитываем заработать на сервисе от окончательного клиента. Поэтому сколько вы с меня возьмете? Как инвестор сколько я дам? Нужен? По инвестициям мы привлекаем 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов. Вот. А как клиент? Для клиента это другая цена. Это будет стоить порядка 5 миллионов долларов за месяц функционирования на орбите. Чтобы пришел заказчик и купил прям все сразу, полностью, ну, как бы это маловероятно. Потому что он скажет, зачем мне 3 года? Я хочу, допустим, там, хочу месяц полетать или 2 месяца. То есть это должен быть либо пул заказчиков, которые там, я месяц возьму, я 2, я 3. И из этого набирается как бы какая-то стоимость, которая, опять же, у нас же нет системы готовой. Если была система на орбите, было все проще. Мы продавали ресурс и брали с него за месяц, за 2 месяца. Ну, у нас есть ценник в месяц, там, мы рассчитываем на 5 миллионов. Плюс-минус, опять же, да, обсуждаемо. Могут две системы одновременно существовать и друг другу не мешать в космосе? То есть вы запустили 30, там, вот они летят, и тут вот еще 30 с другим логотипом, и они вот между собой летают и в разных местах, собственно говоря. Да, конечно. Конечно. То есть это может быть, в принципе, сколько угодно систем, летающих, друг другу не мешающих. Но тут вопрос уже встает такой, в какой-то степени, может быть, желает ли общество этого? Тут уже мы будем теми людьми, которые будут смотреть в космос, такие, да твою ж! Да, теперь мы получаем рекламу и из космоса. Вот. Но я думаю, первое время это, конечно, весь мир будет просто в восторге.
Ну, конечно, да. То есть здесь важно быть первым, то есть получить вот этот вот хайп, вот этот интерес к системе. Дальше мы считаем, что просто найдутся какие-то механизмы, как это дальше использовать, не создавая миллион группировок. То есть какое-то регулирование появится всех таких систем. А не считаешь, что это хайпанет вот первые, там, не знаю, 3, 5, 10 заказчиков, а потом этот хайп, он снизойдет как бы на нет? То есть ты уже, ну, как бы... Ты вот сегодня ехал на работу, ты помнишь 3 баннера рекламы из тех 10 тысяч, которые ты увидел, пока там сюда добирался? Вот. Нет, конечно, не Вот. И вспомню. то есть не думаешь, что в космосе такая же потенциальная история может быть, вот эта баннерная слепота по прошествию какого-то количества итераций? Мгм. Ну, ты все правильно говоришь. То есть, естественно, люди, если первый раз это что-то удивительное, там второй, третий, пятый, десятый, Я первый раз сам буду, э, первый побегу постить в соцсети. это уже становится Скажу, я чем-то знаю этих ребят! чем-то обыденным. Тут очень важен момент именно взаимодействия с клиентами. То есть тут встает уже вопрос работы маркетологов, там, креативщиков, то есть задача бренда и тех людей, с кем он работает, именно обыграть эту историю, сохранить этот интерес. И тут, ну, как бы это важный вопрос на самом деле. То есть мы себя в первую очередь позиционируем как люди, которые предоставляют маркетинговый канал. То есть мы говорим, что смотрите, у нас есть билборд, Мгм. вот вы можете его использовать вот так, вот так и вот так. Мы даем ресурс как бы управления, там можем менять. То есть у него есть некие ограничения, как у любого билборда, да, то есть там. И есть некие метрики, которые мы ожидаем получить с него. Там количество увидевших людей, там стоимость, я не знаю, одного увидевшего, стоимость одного перехода, если мы говорим про мобильное приложение, да, когда человек распознает. Чисто QR-код Ромка такой взял себе в космос на свою инсту. Па-бам! Да. Ну, то есть это же все можно посчитать. То есть сколько людей перешло в приложение по ссылке. То есть это все... Как бы в любом случае нас будут сравнивать наш канал с существующим. Ну да, То есть почему я конечно. должен купить вашу рекламу Да, в космосе вместо того, они чтобы будут полить рекламу. трафик там на сайт на свой, допустим. Согласен. Или там поставить 50 там, билбордов, 500 в разных городах. И вот люди прагматичные B2B, то есть им будут важны вот эти вот метрики. Как думаешь, как будут обстоять дела с регулированием? Потому что я думаю, что первый вот ваш запуск, конечно, там пока это не самый хороший пример, но вы будете как криптовалюта. Как бы все есть, все вроде понимают, ну типа, ну окей, но регулирования нет никакого. Вот у меня такое ощущение, что вы, например, так же будет, типа, в космосе появится реклама, вы такие, блин, это реклама, ну блин, в космосе, и регулирования не будет какое-то время. То есть пока это регулирование появится, там, ну я не знаю, ну год, наверное, пройти может, с учетом того, что вы там за сутки, сколько, 15 раз 15 раз в сутки, 15 да. раз только вокруг Земли пролетите, то компания это нормально получит. Ну, безусловно, ты тоже правильно заметил, да, регулирования сейчас никакого нет, то есть космос — это нейтральные воды, и по большому счету мы не нарушаем ничьих прав, никаких государственных законов и так далее. Когда появится прецедент, скорее всего, начнется некое обсуждение этого вопроса, то есть насколько это возможно применять этично, там, не нарушает ли чьих-то прав, не мешает ли животным, астрономам, что очень важно, потому что они жалуются. Самолетом. Самолетом в меньшей степени, но да. Ну как, сколько было вот этих вот Ну, историй, что там лазерная указка. Это не указка, которая слепит пилота, то есть это звезда, да, то есть формально это созвездие на небе, тебя же звезды не слепят, и пилотов это тоже слепить не будет. Тут скорее вопрос, вот астрономов очень острый вопрос, потому что масковские спутники сейчас летают, вот буквально сегодня фото видел, там оно просто небо расчерчено вот этими полосками от его спутников, ну, с большой выдержкой снято. И получается, что астрономам это как бы очень сильно мешает. Но у нас система, она работает только над крупными городами, только ограниченное количество времени. Там и так паразитная... И только ночью. И только ночью, да. Паразитная засветка, она в крупных городах и так достаточно высока, и никаких астрономов там нет, кроме, может быть, любителей единиц. По идее, если это ночью, ну ночью большую часть времени мы сидим там дома, да, и вот насколько будут сходиться цифры по охватам, что вот человек там, ну, там спит, в кафе, в баре сидит с друзьями, и вот сколько увидит, потому что объективно меньше людей Все на правильно, улице гуляют, все чем днем, а увидеть можем только ночью. Ну, на самом деле не ночью, это ошибочное заявление. Увидеть Вот мы в можем такую погоду, после заката. Да. Облака есть, то мы тоже как бы, да. Да, облака — это сразу стоп.
То есть нас в облачность не видно. И города, где много... А вы как-то, то есть облачно. вы в этот момент, когда курируете весь этот процесс, то есть вы, получается, и метеосводку контролируете, да, Конечно, чтобы не конечно. там, если вы знаете, что облака, то не включать. То есть вы ориентируетесь вот на эти, Ну, как показывают мы понимаем статистические данные в фильмах «Послезавтра». по погоде. То есть мы знаем, что там Питер не лучшее место для нас, да, там, я не знаю, Лондон, наверное, тоже не лучшее, потому что туман. Москва зимой просто 200 облачных дней, тоже не без вариантов. Но есть города и, ну, страны и города, где Я, кстати, знал эту статистику. 200. Москва 200 облачных дней, это что? Ну вот мы солнце видели за зиму, наверное, вот за 100 дней последних пару раз. Вот, все, кто думают поехать в Москву, солнце не увидите. Да. Только летом. Но это норма для зимы, да, Я понял. летом у нас гораздо лучше в этом плане. Поэтому, естественно, мы ориентируемся на те города, где там 300 плюс безоблачных дней, и это мегаполисы. Саш, слушай, по команде вопрос, потому что, во-первых, космос, ну, мне кажется, емкость рынка специалистов небольшая. Офис у вас вроде большой, такое ощущение, что просто сколько? Ну, человек 20 сидит, работает. Сколько вас на самом деле трудится над проектом и где вы черпаете компетенции Мгм. и деньги на это все? Мгм. Ну, команда у нас сейчас менее 10 человек. При этом у нас как бы все направления работы закрыты. Кто-то на full тайм у нас ребята, кто-то на part-time. Мы делаем аппарат как бы под ключ. То есть начиная от идеи, конструкции, электроника, механика, испытания до готовности к пуску. То есть у нас в этом плане все есть. Сейчас ребят на удаленке в основном работают. Кто-то как программисты, они практически всегда на удаленке. Кто-то сейчас просто, кто-то переболел, кто-то сейчас или там электронщик, или конструктор просто из дома работают. То есть стараемся приезжать сюда в первую очередь, если нам нужно что-то с железом делать, что-то это. И в другом случае просто все как бы инструменты есть удаленной работы. Как бы у нас костяк уже давно. Там, работаем вместе кто-то с кем-то 5 лет, с кем-то уже и 10 лет, поэтому как бы команда устоявшаяся, мы уже хорошо понимаем, хорошо взаимодействуем друг с другом. Слушай, у вас есть вообще частные заказчики? Есть такие залетные? Кто-нибудь заходит такой, слушай, деньги есть, хочу что-нибудь в космос закинуть. Постоянно какие-то есть, не сказать, что это заказы, но какие-то интересы есть. Там у нас или у коллег, я знаю, да, то есть приходят люди, у них есть какая-то идея. То есть, а сколько будет стоить? Есть какие-то бизнесы, которые приходят, там, а давайте посчитаем, сколько. От себя бы добавил про рекламу в космосе то, что я не спросил. Есть какие-то еще интересные, может, мысли, факты? Да, есть интересная идея касательно применения первого спутника. Я Роме не рассказывал про него. Мне кажется, что она должна заходить. То есть есть идея запустить первый аппарат не просто так, чтобы отработать технологии, но он должен приносить какую-то прибыль и какую-то пользу. Есть идея такого Space Message Services, то есть аналог SMS в космосе, когда человек может выбрать регион, где этот спутник будет светить, забить какое-то сообщение, которое промерцает наш лазер, и просто оплатить прямо в этом же мобильном приложении. И наш спутник, пролетая над тем регионом, что человек выбрал, проморгает вот это вот сообщение, и человек, которому это адресовано, с помощью того же самого приложения наведет его, распознает и получит это поздравление или привет. То есть живет у тебя, так, не знаю, давай вот для нас, для простых. живет у тебя родственник в Америке. Хорошо, давай. Ты решил его поздравить. Ты в приложение зашел. Такой, с днем рождения. Выбрал координаты его дома. Ну, просто нажал пальцем на его дом и там, типа, выбрать, как в Яндексе. Тисовая 12 вбил, окей. Да. Тебе выпадает список, когда спутник будет пролетать над этим местом. Ты выбрал тогда-то. Дальше написал там, дорогая сестра, поздравляю тебя с днем рождения. Произвел оплату прямо в телефоне и отправил ей ссылочку. Она с тем же самым приложением в это время, которое указано, выходит на улицу, наводит, ей до полной реальности покажет, где летит, то есть где ждать, то есть она прям будет понимать, в какой момент она начнет светиться. Навела, она начала светиться, приложение распознало, вывело на экран поздравления. Вот нас сейчас смотрят люди, которые, например, хотят в космос пойти, в космическую деятельность. Что бы ты сказал от себя? Ну, смотря как вы хотите входить в космос, да, то есть на самом деле возможностей очень много. У меня много знакомых, кто
популяризатором космонавтики является. То есть, ну, ты, Роман, Я формально серьезно, популяризатор я космонавтики, да, кайфую, для и меня это- есть много блогеров, есть много людей, которые статьи какие-то пишут, то есть можно входить через такое, то есть рассказывать людям о том, что это и как это работает. Если у вас есть возможность финансировать, то есть вы можете входить как инвестор, можете какие-то проекты развивать. Это может быть как бы как апстрим, да, то есть это железо какое-то космическое, спутники запускать, так и даунстрим. Это можно работать с данными космической съемки, с данными каких-нибудь интернета вещей со спутников и так далее. Вот. Вы можете войти как инженер, но это, конечно, надо, наверное, один из таких сложных путей. Это надо получать профильное образование, поработать желательно где-то, получить какой-то опыт, компетенции. Наверное, хороший пример все-таки был бы поработать на госпредприятии. А ты как кто вот в вашей компании? Я, наверное, занимаю несколько позиций, поскольку предприятие у нас небольшое. То есть я в роли технического директора выступаю и руководителя проекта одновременно. Ну, Ну то и есть ты можешь ручками собрать. да, то есть Всё, что я угодно. и координацию работы, и как бы и увязка всех систем бортовых спутника, чтобы оно работало, и, в принципе, как бы много раз приходилось и гайки покрутить, и в испытаниях поучаствовать, и что-то попаять, и, в общем, без этого не обходится. Слушай, ну и давай напоследок, так, знаешь, такой крайний вопрос. Не знаю, кому будет полезен, но мне интересно. На твой взгляд, 3 перспективных направления в космической отрасли? То есть куда, на твой взгляд, сейчас движется рынок? И если вдруг кто-то такой, я хочу бизнес, связанный с космосом, то в каких направлениях ты бы рекомендовал им смотреть? Ну, наверное, сейчас такие самые популярные темы – это, безусловно, низкоорбитальная система связи, которые, не знаю, сколько их выживет в итоге, да, то есть пытаются делать в Америке несколько проектов, и китайцы, и у нас вроде заявляют, и европейцы. Но, тем не менее, 1 или 2 системы, они должны, скорее всего, выжить, кому как бы поджать под себя рынок. Это действительно как бы открывает новые возможности. Переведи для меня, для обычного земного Ну, человека. например, у тебя- Низкоорбитальность, что это? В чем разница? Это то, что делает Маск со своим Starlink. То есть это вот именно оно, низкоорбитальная система, которая предоставляет тебе доступ в интернет. Что это дает? Это, например, уменьшает время задержки. Ну, допустим, как пример, игры возьмем. Да? То есть ты не можешь играть Меньше в онлайн-игру, когда у тебя задержка там 5 секунд. То есть ты там, условно, не знаю, в кого-то выстрелил, Да. а он через 5 секунд Он ушел. понял, он через 5 секунд понял, что ты это сделал. Вот, то есть тут огромное развитие может получить вот такие сервисы, которые работают, важна очень низкая задержка сигнала. Какие-то конференц-связи, то есть живое общение. Вот, например, модная тема сейчас метавселенные, да? Это же прекрасно ложится на вот эту тему. То есть у тебя глобальное покрытие интернетом с низким временем отклика. То есть ты натянул очки вот этой до полной реальности, лежишь где-нибудь вообще там, в горах или под пальмой или где угодно, где интернета раньше отродясь не было, и у тебя там, не знаю, 500 мегабит в секунду или 200. Ты работаешь или делаешь, что хочешь. То есть у тебя меняется вообще возможность твоего перемещения, и находясь в зоне доступа. То есть Всё, ты я можешь понял. работать практически из любой точки Земли. Ну и как-то взаимодействовать с этим миром. Это, наверное, первая история. Вторая, что мне очень нравится, полеты в более дальний космос и добычи чего-то. Или перемещение чего-то. То есть это все истории про, ну, полеты к Марсу, понятно. Марс, Юпитер, Луна, да. Мне гораздо более близка история, она как бы более реалистична и более понятна зачем. Это, например, добыча ископаемых на Луне. То есть базы на Луне посещаемые, где работают какие-то там системы добычи чего-то. Либо это... То есть, на твой взгляд, космический туризм, который перерастет в космическую добычу, и туда у нас будут командировки, и туда люди будут уезжать? Я скорее про промышленность больше. Ну, да? я имею в То виду, есть, что промышленные такие, что туда отправили. Ну, они не будут уезжать, то есть, типа, такой там... Вахты не будет. Геолог поехал там. До вахтеров еще далеко, я думаю, лет 30-то точно. Третье — путешествие через космос. Европейский стартап сейчас, Destinus, Михаила Кокорича, они предлагают... развивают идею, когда можно долететь, там, не знаю, из России в Америку за там, считанные минуты. То есть ты летишь не как на самолете, там, 12 часов, а ты поднимаешься в суборбитальный полет, ну, фактически выходишь в космос и там, возвращаешься. За счет этого у тебя время перелета сокращается до минут. Ничего себе. И это реальная штука? Ну, пока это только там прототипы. Сейчас они подняли раунд в Швейцарии, по-моему, $29 миллионов, что в них вложили. Но, в принципе,
казалось бы, что если через несколько лет там... Это такое такси через космос. Ну да, то есть если ты готов платить, конечно, это будет подороже, да, то есть понятно. это всегда, чем быстрее ты добираешься, тем больше. Это подороже, чем Но бизнес-класс. если ты готов как бы добраться, или тебе жизненно важно что-то довести туда, и ты как бы готов закрыть глаза, что это будет дороже, то это, казалось бы, интересный сервис, ну, хотя бы для бизнеса, да. Ну То да, есть, да. если Не, это люди, круто, может конечно, быть, это там. единицы смогут позволить, это даже уже не суперорбитальный туризм, это дешевле. Мгм. То есть здесь уже не единицы, а там сотни, десятки тысяч людей, может, сотни тысяч людей смогут себе позволить. Понял. Но Круто. для бизнеса это прямо рабочая Круто. история. Слушай, и вопрос, наверное, знаешь, такой футуристичный, на нем закончим. Как ты считаешь вот это вот давай это назовем галактические перелеты, когда человека в криокамеру заморозили, какой-то там бортовой проводник и двигатель, который почему-то никогда не заканчивается, и куда-то запулили. Полетели. Да, как думаешь, через сколько лет? И вообще, придем ли мы к этому? Или это на самом деле утопия, которая нафиг никому не нужна? Ну, мне кажется, это какой-то апокалиптический сценарий. То есть, если нам придется исследовательский нет? релацироваться. Что? Я Исследовательские... просто смотрел тут буквально на днях про черные дыры, там 10 спутников на разных континентах что-то как-то объединили одной программой, как-то они там сфоткали там целый конгресс. Я там думаю, это- блин, это- они черные дыры изучают жестче, чем мы свое здоровье. Не, ну просто долететь до каких-то других планет, чтобы прям люди летели, это очень долго. То есть с текущими, Ну, я поэтому говорю, с там текущими криокамеры, технологиями там вот эта вся это там, история. если я не ошибаюсь, по-моему, даже не десятки, это там сотня или сотни лет. Просто лететь, Мгм. постоянно ускоряясь, имея вот этот двигатель какой-нибудь ионный, да, который тебя или... Ну, скорее всего, это будет термоядерный двигатель, да, постоянно идет реакция распада, и там тепло выделяется. Но, опять же, непонятно, то есть цель лететь вот там 100 лет, 50 даже лет, если Как? получится. Открытие. А, Я уже где-то... Пока ты долетишь там, у тебя тут уже 2 поколения сменятся, потому это что там понятно, время летит да, чуть-чуть да, по-другому, да. и как бы ты вернешься уже, если ты вернешься, что как бы не факт далеко, то ты вернешься к другой совершенно уже планете, там, может она, я не знаю, уже... Не, ну это да, это как во всех классических... Не, я имею в виду, что сама история. Люди, я уверен, найдутся, потому что я тут видел... Люди Я тут найдутся, где-то новость безусловно, да, видел, что у Илона Маска как раз на покорение, Заявки там у по-моему, то ли на Марс, Марс на Марс, лететь. уже там люди деньги платят, чтобы вот эти там первые 2000 Так вот этот вот... мест на поселении были вот заняты. Я такой думаю, Японец, который летал сейчас на нашем Союзе на МКС, не помню, по-моему, вернулся уже. Он же, вот этот полет на российской ракете, это у него, как сказать, как подготовительная часть, а так он Маску уже оплатил, что он полетит на его Старшипе. По-моему, там вокруг Луны первое продается, а дальше уже на Марс. Вот, соответственно, там уже как бы билеты продаются. Копите денежки, кто хочет в космос. Вот я вам Да. что скажу. Если хотите на своем веку посмотреть это. Если не хотите, не копите. Потому что Ну, посмотрите по телевизору. безумно, да, по телевизору. Ну, либо там Маска тоже там прямую трансляцию сделает, и будем сидеть тут на ютубчике смотреть. Россия, как считаешь, отстает в именно технологиях? Или Роскосмос, несмотря на то, что они как бы сами по себе что-то делают, Не, но делают достойно? У нас задел по технологиям такой, какого нет, наверное, нигде, кроме еще в Америке. У нас то, что сделано было там до начала 90-х, можно развивать, просто там, усовершенствовать, но не бросая, там, можно добиться там, конкурентных преимуществ запросто. Вопрос в финансировании. И оно, к сожалению, ограничено. Оно реально урезается. Сокращаются программы, продляются программы, которые там должны были завершиться еще в 98-м, не в 90 в 2006 году. И они тянутся, потому что недостаточно там средств, которые вкладываются. Начали делать спутник, там, заложили на него 5 миллиардов рублей, не сделали в срок, продлили еще на 5 лет, еще 5 миллиардов, опять не успели. Дальше, то есть, как бы, и вот это вот, и мы не можем... Бизнес по-русски? Да, и мы не можем, вот как Маск, взять быстро, эффективно, четко. Запустили, упало, новую запустили. То есть, вот это вот, да, постоянно вот у нас почему-то вот один спутник, мы его 10 лет делаем. Спасибо, у вас все равно это мне такое магическое место, где творится какая-то история космической техники, да, и, наверное, вообще в целом космического развития. Так понимаю, что помимо Роскосмоса, вот такие, как вы, задают какие-то новые тренды, ну, вот, научный прогресс. Потому что вот такие частные, я так понимаю,
лабораторий, да, назовем их так, которые по миру рассеяны, да, там, ну, в России 3, да, насколько я понял, каких-то Ну, ключевых, буквально ключевых игрока, несколько да, там, компаний. которые такие яркие, которых знают, да, где-то еще, наверное, как раз там те, кто меняет космическую индустрию. Ну да, пытаемся действовать в текущих условиях, как получается. Прикольно. Давай, если ты не против, нам пусть пишут в комментарии какие-нибудь, не знаю, вопросы про космос. Да, И конечно. ты там как Буду будет буду время, рад по да, возможности ответить. поотвечает Александр вам. Поэтому какие-нибудь интересные вопросы пишите, потому что думаю, что космос не оставляет равнодушными никого. Поэтому комментарий, лайк обязательно, подписочка, YouTube это любит. И спасибо тебе большое за то, что Спасибо, нас Ром. здесь принял. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока!